катаниях на парусной лодке по льду. Как это по-русски вообще называется? По-английски это называется ice sailing. Все, что касается плавания на парусной яхте, на парусной лодке, это называется sailing. А это как бы sailing на льду. Вот так выглядит эта лодка. То есть это, по сути, такая маленькая одноместная лодочка. Там есть и побольше, там есть даже шестиместные. И вот такие вот коньки. Так вот с двух сторон. И вот здесь вот впереди еще один. Управляется так же примерно, как и обычные парусные лодочки. Тоже просто ветер ловит. Это двухместная лодочка, на которой я каталась. Смотрите, а у этой лодки прям даже руль есть. То есть тебе нету палку вертеть надо туда-сюда, а просто лежишь такой, рулем вертишь и плывешь. Это двухместная. Но она прям большая, здесь метров 7, наверное. Смотрите, какая маленькая лодочка, и в ней сидит маленький пассажир. Ему лет 5-6, может быть. Такой малюсенький по сравнению со всеми другими. Смотрите, вот это вот еще тоже интересненькая конструкция. Совсем не как лодочка. Пока я снимала вам предыдущие части видео, к нам пришла весна и все растаяло. Сегодня ночью подморозило, поэтому тонкая корочка льда появилась, а вообще это все растаяло. Видите, пусто, все лодки убрали, но мы поехали на север искать лед. Лодки в трейлере, мы на очень крутой машине. Это старенький Land Cruiser, больше напоминающий наш УАЗик. Озеро, я и лед. А это значит, что это очередное видео про ice sailing. Посмотрите, какой здесь лед. Black ice называется. Это когда он абсолютно... Ну, здесь он, конечно, немножко неровный, но на нем нету снега, и скорости мы должны набирать довольно-таки большие. В этот раз я больше буду показывать и рассказывать. И мы начнем с процесса построения наших лодок. В каждой лодке есть свой собственный номер. Вот это СИГ-1, вот это СИГ-2. Эту еще называют красной ракетой. Там еще остальные лодки плавают. Это лодки клуба Стокгольмский клуб Ice Sailing Club. Это шведская аббревиатура. Другие лодки имеют более длинные номера. Видите, номера у них. ДН это общее какое-то обозначение. С-887 и С-924 это номера конкретно этих лодок. По этим номерам лодки регистрируют, и это по принципу также, вот как у машин у нас есть номера, госномера, а у лодок тоже есть. И они проходят
все параметры. Если у лодок разные способности, скажем так, то они могут участвовать в одних соревнованиях, но к более быстрым лодкам будет прибавляться там определенное количество времени для того, чтобы сделать справедливыми, гонки. Лодки собраны, сейчас ребята поедут на них кататься куда-то очень далеко. Ветер сегодня довольно сильный, так что они должны разогнаться довольно хорошо. Я сейчас надену свои коньки и останусь на берегу. Но я сегодня тоже попробую посейлить, но я не умею даже обычной яхтовой лодкой управлять, поэтому я так чисто для прикола попробую. Кстати, правила безопасности. У меня есть с собой специальные штучки, с помощью которых я смогу выбраться из воды, если я вдруг провалюсь под лед. Но лед очень толстый, поэтому вероятность практически нулевая. Но я знаю весь полноценный инструктаж по тому, как вести себя на льду, я прошла. Отлетела буквально спустя 5 метров покатушек, поэтому, к сожалению, не будет сегодня крутых кадров. В очках я потому, что очень ветрено и хочется защитить глаза от сильного ветра. И я решила, не выбираться туда на коньках. Я где-нибудь здесь возле берега поброжу, потому что немножечко страшновато все равно. Даже если лед вроде как хороший, но не пойду. Говорят, что на таком льду, как сегодня, буквально 3 метров в секунду ветра хватает, чтобы разогнаться довольно хорошо. Сегодня я сейчас посмотрю, насколько ветер сильный. Перед тем, как отправиться кататься, лед обязательно проверяется. Я не знаю, каким оборудованием, но проверяется толщина и безопасность нахождения на льду на подобных лодках. Вон там далеко маленькие точки плавают, это ребята. А красная ракета вообще куда-то прям очень-очень далеко, вон туда, куда-то уплыла. Ветер сегодня был очень сильный, поэтому мы не рискнули дать мне покататься, чтобы я не оказалась где-нибудь под Петербургом в итоге, потому что не смогла ни развернуться, ни затормозить. Но зато я научилась собирать и разбирать лодки. Тоже убрали мачту, убрали паруса, откручиваю конечки. Ну что, наверное, это были последние катания айс-сейлинг в этом году. Это было невероятно весело. Я, правда, не каталась практически один раз только на двойной. Покаталась в качестве пассажира, но это было невероятно весело. Спасибо, до встречи в новом сезоне, и к следующему сезону я уже, наверное, научусь немножко управлять парусником и